Здравствуйте, уважаемые зрители и гости канала. Я Ольга Филимонова, и у нас вечный вопрос. Любят, не любят. Особенно девушки жаждут всегда разобраться, но любит он меня в конце концов или нет. И правильно делают, потому что ведь без той самой любви каждая романтическая затея обречена на провал. И у меня два абзаца перед гаданием. Первое. Стоит все-таки помнить о том, что любовь – это ресурс, это роскошь, доступная не каждому. Как не в любого человека можно влюбиться, но будем откровенны, также не у всякого есть такая способность влюбляться, любить и строить впоследствии долгосрочные романтические отношения. Второе – это разница подходов к любви, потребности в любви, способность что-то отдавать в любви. И вообще тактики реализации этой эмоции у людей разные. Мой обширный опыт говорит, что сколько людей, столько и любови. И здесь имеет значение пол, возраст и социальные привычки. Имеет значение положение личного гороскопа рождения, безусловно. Так, например, одна только планета Венера, которая в натальной карте каждого отвечает за любовь, может иметь 12 разных позиций. То есть она может попадать в 12 разных зодиакальных отрезков. И отсюда мы видим пары, в которых оба партнера одинаково друг в друге заинтересованы, но никак не могут прийти к согласию. Так, на практике это выглядит следующим образом. Женщина, например, с водной Венерой постоянно открыто, откровенно любовь проявляет, говорит о ней и нуждается в таких же проявлениях относительно себя. То есть ей нужны слова, признания, взгляды, слезы, стихи, цветы и так далее. То есть вот такая вот жесткая романтика. И вот она уже жалуется подругам, например, и говорит о том, что муж дом построил, 3 шубы купил, но цветов не дарит. И про любовь-то говорит 2 раза в год, на День Святого Валентина и 8 марта. А рядом мужчина, скажем, с земной Венерой, для которого любовь – это всегда только практическое такое утилитарное проявление заботы, не понимает, что происходит. И тоже пожимает плечами и говорит: дом построил, 3 шубы купил, какого рожна ей еще надо? И вначале я, как всегда, предлагаю вам выбрать свой вариант. Если знаете нумерологию, выбирайте свое число. Если не знаете, то вы можете выбрать любую цифру из предложенных 5, основываясь на подсознательных импульсах. Отнеситесь к выбору внимательно, потому что вы сейчас вытаскиваете себе главную карту прогноза, главную карту гадания. Итак, карта номер 1, 2, 3, 4 и 5. Если вы выбрали для себя вариант номер 1, то карты говорят, сообщают нам о том, что ваше знакомство было сильно многообещающим. Чьи-то ожидания в основе знакомства. Может быть, партнер изначально был таким вот надежным, разумным и долгожданным, что ли. И долгожданными были эти отношения, и долгожданными были эти эмоции. Здесь действительно присутствуют какие-то планы, и, может быть, даже присутствует неготовность от этих планов отказаться. Такая, вы знаете, отчаянная неготовность. Теперь посмотрим, прежде чем мы доберемся до чувств вашего партнера, то есть ответим на главный вопрос нашего гадания, посмотрим, какие препятствия есть между вами сейчас. Это всегда важно, потому что на пути влюбленных встают и люди, и обстоятельства, и звезды иногда, в конце концов. Итак, главные трудности на вашем пути. Нет, на самом деле трудностей каких-то выраженных, таких очевидных, непреодолимых между вами нет. Может быть, как это ни странно, трудностью комфортная жизнь. И вот это состояние, когда всех все устраивает. Так уж устроена человеческая психика. Мы не трогаемся с места до тех пор, пока под нами земля не горит. И вот здесь карты выдают какое-то вот, знаете, комфортное сосуществование, когда и менять-то ничего не нужно, потому что все есть, все будет. Есть какая-то уверенность, абсолютно отсутствует
желание торопить события у кого-то, как минимум одного из партнеров. Пока карты очень гармонично ложатся друг за другом, потому что и масть совпадает. В целом пентакли характеризует ваше знакомство и ваш романтический союз как очень спокойный в первую очередь. Любовь без головной боли, к сожалению или к счастью, ну примерно так это называется. Ну а теперь чувство любит, не любит. Посмотрим, что к вам непосредственно испытывает сейчас ваш избранник, ваш партнер. Плохое слово партнер, но не нахожу синонима достойного, чтобы заменить. Ну вот, ничего себе, чувства-то есть, и чувства очень стремительные, потому что такой вот карта энергетически насыщенная вам достается. Это туз. Более того, это самый скорый из тузов. Он предвещает всегда счастливый поворот в судьбе, немножко связанный с рисками. Он всегда подсказывает не бояться. Ну а про любовь эта карта говорит в первую очередь об инициативе, инициативности. Поэтому мужчина вам точно попался, встретился такой вот уверенный в себе и в настоящий момент уверенный в своих чувствах к вам. Может быть, судя по масти, это представитель знака воздуха, близнецы, весы или водолей. Вот они, как правило, классические представители воздушных знаков, бывают такими долго-долго нерешительными, а потом, если уж решаться, то все держитесь. Чувства острые. Ну, во-первых, я сразу хочу сказать, любит точно, потому что тузы просто так, тем более в общих гаданиях, не выпадают. Поэтому ответ на наш основной вопрос – это, конечно, да, из предупреждений. Считается, что вот по таким крупным воздушным картам чувства бывают недолгими, потому что они без должной подпитки, без должного топлива романтического могут быстро выгореть, сгореть. Но вот этот туз говорит о том, что ваш партнер не только решительно и инициативно к вам настроен, то есть вот так вот горячо влюблен, они говорят еще о том, что у вас есть какое-то совпадение ментальных потенциалов, то есть вот интеллектуальный интерес присутствует между вами, между партнерами, и ваш мужчина хочет разобраться в вашей голове, то есть вы ему интересны как личность. Может быть, планирует даже совместные какие-то деловые проекты с вами. Ответственная карта на самом деле, потому что она такая вот рисковая и скорая. Забегая вперед, я могу сказать, что с такими чувствами избранника стоит быть осторожной, а потому что легко пораниться, легко спровоцировать такого избранника на какие-то острые слова и на слишком уж чрезмерно острое проявление чувств. И снова инициатива. Я достаю сюда дополнительную карту, чтобы как-то вот предсказание сделать более развернутым. Снова инициатива. По таким картам вы можете ждать предложение о браке. Если оно пока не состоялось, если вы, например, только встречаетесь, то вы можете быть спокойными. Более того, здесь слишком долго ждать-то не придется. Здесь все как-то, в общем-то, в движении достаточным. Итак, и сейчас у нас будет совет для вас. Как себя лучше вести? Что вам-то делать для того, чтобы такую, в общем-то, гармоничную и перспективную картинку не портить? Ну, вам карты однозначно советуют взрослый, практически рациональный, очень взвешенный и очень разумный подход в этих отношениях. То есть проявление чувств как чувств, то есть проявления романтические должны быть сведены к минимуму. Не нужно про любовь много говорить, а нужно делать. Вот что называется, больше дела и
меньше слов. Если у вас есть сейчас какие-то очевидные возможности проявить практическую заботу о мужчине, который рядом с вами, сделайте это незамедлительно, потому что, несмотря на то, что он как-то настроен к вам по такому вот воздушно-огненному типу, от вас ожидаются поступки и слова очень рациональные и взвешенные. И возможный итог вашей истории, не туда положила карту, вы не увидели, а тем не менее здесь есть на что посмотреть. 9 кубков. Почти что самая главная карта любви в младших арканах Таро вам достается. Поэтому, в общем-то, гадание вышло настолько безупречным, что мне даже немного стало скучно, признаюсь, потому что любовь есть, любовь будет, ваши ожидания точно сбудутся, оправдаются. Хотя в целом, по соответствию масти, я могу сказать, что вы с вашим избранником люди достаточно разные. Тем не менее, вы друг другу явно подходите и общий язык уже нашли. Спасибо. Если вы выбрали карту номер 2, вам достается 9 пентаклей, карта про любовь, карта земной любви. Это хорошее начало гадания. Она у нас здесь карта-сигнификатор расклада. И говорит она в первую очередь о том, что вот присутствует какой-то комфорт. Комфортность в эмоциях, комфортность в отношениях. И здесь либо состоялось знакомство изначально людей, довольных жизнью и довольных собой, состоявшихся, может быть, взрослых уже людей, а может быть, эмоционально зрелых, даже несмотря на молодость. И, так или иначе, это пентакли. Поэтому здесь присутствует материальный комфорт и какая-то вот обеспеченность, что ли, устроенность жизни. Поэтому это хорошее начало, так и должно быть. Психологи говорят о том, что когда встречаются двое несчастливых людей, то и союз будет несчастливым. Соответственно, два счастливых человека могут спотенцировать счастье, радость и оптимизм друг для друга. Вот какое-то такое знакомство здесь у вас. Я имею в виду, безусловно, второй случай. Тревожная нотка, тем не менее, есть. 9 пентаклей – это еще и карта таких вот убежденных холостяков, не грустных, а наоборот веселых, у которых в жизни настолько все есть, настолько комплектность какая-то состоялась у них. Вот это одна из карт, обозначающих в колоде Таро комфортное одиночество, когда все есть и, в общем-то, любовь, а зачем же она в принципе? Любовь – это будет уже что-то лишнее, это будет перебор. Надеюсь, что это не ваш случай, но смотрим дальше. Прежде чем отвечать на главный вопрос гадания «любят, не любят», я задам картам вопрос про препятствия, которые есть сейчас между вами и вашим любимым человеком. Я напоминаю, что мое гадание для женщин. И, соответственно, что главное неприятное между вами и вашим мужчиной. Может быть, это люди, обстоятельства, а может быть, звезды против сейчас вашего союза. И снова пентакли, посмотрите, и снова масть, уже вот из двух карт 2 пентакли. Масть можно назвать преобладающей. Хорошая это земная карта, особенно все это подходит земным людям с земными гороскопами, неважно, мы говорим про положение Солнца в годовом цикле или про какие-то вот внутренние данные в вашей натальной карте. Поэтому вот насколько комфорт, материальный в том числе, сблизил вас, настолько он сейчас является для вас главным препятствием. Уверенная в себе, денежная, ресурсная женщина, возможно, с бизнесом, возможно, с карьерой, возможно, это вы. Тогда карты говорят о том, что вам так хорошо в одиночестве, что вы не торопитесь создавать устойчивый союз. И чувства вашего мужчины вас интересуют постольку-поскольку. Может быть, от того, что вы хотите самолюбие свое потешить и бросить еще
что-то в копилочку довольство собой. Иногда в некоторых случаях и в этой позиции вот такая вот фигурная женская карта указывает нам на присутствие другой женщины. Поэтому оглядитесь. Женщина это не злодейка, настроена она к вам и к вашему избраннику, и к вашим отношениям в принципе нейтрально. Но так или иначе она может быть важной, и она может вот тормозить движение обстоятельств между вами. Ну а теперь главное, любит или не любит. Ответственный момент. Угу. Можно выдохнуть, потому что любит, да. Карта сила. Серьезная, ответственная, потому что старший аркан, потому что карта, кстати, женская, поэтому в первую очередь обратите внимание на себя, похлопайте себе, вам удалось, может быть, внимание вот этого мужчины, ну, в каком-то смысле даже завоевать, потому что вы себя правильно ведете, вы с ним соглашаетесь, потому что эта карта про такие вот серьезные компромиссы на самом деле. А из хороших новостей это то, что карта силы в старших арканах Таро у нас отвечает за любовь в самом простом земном физическом даже проявлении. Поэтому я могу сказать, что вы вашему мужчине просто нравитесь. Нравитесь внешне и нравитесь, что называется, как женщина. Все у вас прекрасно с его точки зрения. Поэтому вот у него есть такой вот базовый, что ли, интерес какой-то мужской к вам. Вот за это уж точно ручаются карты. В такой позиции прекрасно. Но да, пока достаточно приземленно все. То есть я не вижу особой духовности, я не вижу каких-то ментальных привязок между вами, желаний, может быть, друг в друге разобраться. Я пока вижу, что всем хорошо, все максимально довольны, и что у вас отличная физическая совместимость с этим человеком. Поясняющую карту достану, может быть, мы здесь увидим какие-то дополнения. И ваш мужчина к вам очень инициативно настроен. Может быть, он огненный человек, овен, лев или стрелец, поэтому он всегда готов воевать и рисковать. А может быть, просто интерес его настолько безупречный, чистый, искренний, какой-то очевидный даже для него самого, он не сомневается в том, что должен делать относительно вас. Любовь есть точно, и она какая-то, вот, знаете, такая сильная, во-первых, потому что обе карты сильные, они с таким запалом, с зарядом. Ну, а ключевое слово здесь, конечно, уверенность. То есть здесь вот нет сомнений, нету разочарованности, нету желания поконфликтовать и поразбираться. Прекрасно. Совершенно безупречное гадание. Но, тем не менее, у нас будут еще позиции здесь в раскладе. И следующее – это совет для вас. У нас все-таки оракул, видите, общая схема гадания – это оракул. Совет для вас. Какую линию поведения вам-то лучше выбрать для того, чтобы вот такую идиллическую картинку не испортить? И стоит ли вам что-то делать? Или звезды и обстоятельства все уже сделали для вас? Стоит и еще раз стоит. Вам прям вот такой очевидный совет не могу пройти мимо. Старший аркан, первая карта, карта мага, она вам, видите, достается. Карта мага всегда торопит и говорит о том, что именно в ваших руках сейчас волшебная палочка, вот это магический жезл. Для вас сейчас есть возможность что-то поменять в текущих отношениях. Вот с этим мужчиной, про которого вы спрашиваете, в ваших силах сделать возможное и невозможное. То есть если у вас есть какая-то в этом союзе цель, например, заключение брака, то вам нужен мозговой штурм. Быстро что-то придумывайте, что-то решайте и что-то предпринимайте. Точно получится. Самое главное, не упустить момента, потому что по каким-то причинам с точки зрения высших сил и с точки зрения карт в данном случае вы прям обязаны ради себя, ради собственных перспектив именно сейчас
что-то сделать, на что-то решиться, отважиться. И возможное развитие этой романтической истории, каким оно будет. Ну, здесь мы видим предостережение от карт, потому что в ближайшем будущем между вами возникают какие-то тайны, какая-то тайная, скрытая информация о чем-то. Уже очень скоро вы можете не договориться и можете начать друг от друга что-то скрывать. Насколько допустимы тайны в романтических отношениях, это, конечно, вопрос целого исследования, и это тема для целой книги. Но будьте внимательны, может быть, для того, чтобы не допустить непонимания вот в самом ближайшем будущем, вы и должны сейчас уже с чем-то радикально, ответственно разобраться. Спасибо. Ну а тем, кто выбрал карту номер 3, могу сказать, что все у вас правильно начиналось, по крайней мере, потому что видите, кто у вас? Паж кубков, посланник истинной любви. Это одна из главных карт в младших арканах, которая говорит про вот этот нулевой импульс, про искру, которая пробегает между двумя людьми и создает вот то, что мы потом называем влюбленностью. Искренние романтические чувства, пожалуй, ключевое определение для вашего союза. Прекрасно. Но карта мужская. Паж — это же мужчина, поэтому все-таки на первом месте, как бы в первую очередь, это чувство мужчины в данном союзе. Я напоминаю о том, что мое гадание только для женщин, поэтому это ваш избранник. В принципе, я могу дальше карты не раскладывать сейчас для вас, потому что любит, не любит, любит изначально. Это и знакомство ваше случилось только благодаря тому, что ваш молодой человек, ваш мужчина в вас вот так вот сильно, романтически, откровенно, очевидно и, может быть, неожиданно для себя влюбился. Но, тем не менее, оракул у нас. И прежде чем задавать картам ключевой вопрос, вот любит, не любит, и разбираться с составляющими этого чувства вашего мужчины, я спрошу, какие препятствия главные сейчас между вами. Не секрет, что судьба влюбленных любит испытывать. Действительно, люди, обстоятельства, звезды часто бывают против нашей, вашей романтической истории, но как в вашем случае. В вашем случае вот единственной трудностью является чьи-то неоправданные ожидания. Но на самом деле это такой вот стандартный случай. Действительно, мы все, вступая в романтические отношения, чего-то хотим. И вот эта семерка пентаклей предупреждает вас о том, что вот в этом союзе ожидания одного из партнеров систематически, может быть, долго уже, не оправдываются. Нет разочарованности пока, нет повода поругаться, нет поводов для конфликтов, но тем не менее, вот главная какая-то основная цель, которая, в общем-то, и паровозом служит в ваших отношениях, она все никак не достигается. И в связи с этим, ну да, история любви может развиваться не так. Она может развернуться в другую сторону. Отклониться от истинного пути. Скорее, вот что я скажу. Сбиться с курса, да. Ну, а теперь главное. Любит, не любит. Ответ на вопрос, который я поставила в заглавии видео. Ой, как все серьезно-то у вас. Посмотрите, вода уже появляется вот здесь вот в раскладе. Поэтому я могу догадываться, что кто-то из вас имеет активную воду в гороскопе своем, может быть, Солнце в годовом цикле, может быть, внутри натальной карты, какие-то водные характеристики скрыты, потому что Луна одна из главных вот как раз водных карт, романтических, безусловно. А картинка-то романтическая изображена здесь. Видите, я такие красивые живописные карты для вас сегодня использую. Луна и любовь. И это, безусловно, да. То есть вот на вопрос, любит или не любит, да, конечно, очевидно, потому что любовь — это и есть мутные воды, которые, не знаю,
смущают разум и заставляют сердце активно биться. Здесь много тайной информации, здесь много скрытых чувств, поэтому мужчина не понимает до конца себя сам. И уж тем более вам сложно его понять. Вот по карте Луна традиционно тарологи видят и находят в гаданиях ревность, подозрительность, какие-то тайные, глубоко-глубоко скрытые обиды. Поэтому чувства вашего мужчины к вам велики, но неустойчивы, очень противоречивы. И при этом они его самого могут достаточно сильно ранить. Хрупкая какая-то история вырисовывается. И ваш избранник вот по таким картам выглядит каким-то чувствительным человеком, ранимым человеком, человеком, ориентированным эмоционально на все, что вокруг происходит, человеком, который слушает слова, прислушивается к эмоциям, присматривается к поведению других людей, к вашему, естественно, и человеком, который все оценивает. Причем даже где-то бессознательно, может быть, интуитивно. Поясняющую карту я достану здесь. Угу. Тем не менее, у него у самого прекрасные характеристики. Король Пентаклей – это карта-сигнификатор мужа в колоде Таро. Поэтому, если между вами брак уже состоялся, то, понятно, речь идет про вашего мужа. Он таковым является, не собирается эту функцию прекращать. И карта выдает очень ответственное, такое по-земному ответственное отношение мужчины к вам, то есть готов о вас заботиться и делает это, скорее всего, готов вас содержать, если хотите. Ему не все равно ваше состояние физическое, материальное, эмоциональное. Это очень ответственно, хотя и местами может быть немножко скучноватый партнер во всей этой истории. Всего достаточно пока для вас, огня маловато, что ли. Такой вот активной, огненной именно страсти. Увидим, что будет дальше. Это хорошие карты, нет безразличия, безусловно, нет равнодушия, нет игры какой-то со стороны мужчины. Прекрасно. Единственное, что сразу совет идет для вас вот с этими его тайными эмоциями, которые он так тщательно скрывает. Наверное, лучше поразбираться, потому что вот такой предельно честный человек сам по себе рядом с вами, и что-то скрывать ему самому может быть некомфортно. И у нас же все-таки оракул, здесь будет карта совет для вас. Как вам себя вести, как эту историю не испортить. Пока, в общем-то, почти идиллическую. Хотя, может быть, и не слишком интересную. Не слишком вот такую, не слишком похожую на сценарий для фильма про любовь. Совет вам будет или нет? Ага, конечно, будет. Карта сила, карта соглашательства. Вот таким некрасивым, в общем-то, неловким словом ее называют, но она для женщины дает очевидный совет. Быть с партнером мягче, соглашаться. Это карта силы, но мягкой силы. То есть никаких конфликтов, противостояний. Пусть ваш избранник, пусть мужчина рядом с вами не знает до конца, какая вы сильная и на что вы по большому счету способны. Правда, обращайтесь с ним, по крайней мере сейчас, как с хрупким сосудом, дорогим, драгоценным, и не спорьте. Вот такой вот простой прямой совет. Видите, здесь всегда, вот на карте силы всегда изображает женщину, которая укрощает льва лаской. Она его гладит. Поэтому вашего мужчину просто гладьте. Поглаживания имеются в виду как физические, так и эмоциональные. Хвалите, соглашайтесь, но при этом слабости не проявляйте. Потому что карта называется сила, и она провоцирует вас побеждать, но вот так вот мягко и незаметно. Не спорьте по мелочам и в то же время не давайте ущемлять ваши интересы в большом. Возможное развитие вашей романтической истории будет у нас в целом
знаете, хотела сказать, неплохим, спорный прогноз дают карты. И все дальше зависит от того, в какой фазе ваши отношения. Потому что если вы с вашим избранником давно, если вы 20 лет в браке состоите, то если не научитесь вот в ближайшее время соглашаться с ним и не развеете его сомнения относительно вас, может быть, подозрений и ревность, то рискуете увидеть его таким вот ушедшим в себя, молчаливым, замкнутым и неудовлетворенным. Ну, то есть он начнет философствовать, читать, пропадать на рыбалке. А вот если мы говорим про недавнюю романтическую историю, если у вас сейчас все так прекрасно, но вы друг про друга многого не знаете и хотя бы потенциально можете еще расстаться и разойтись, то будьте осторожны. Это уход, это расставание. Вот эта карта называется «Отшельник». И ваш мужчина вот в этом случае, если не разберется сам с собой, и вы ему в этом не поможете, он, правда, отправится в путь, в лучшем случае, искать себя. Спасибо. И поздравляю тех, кто выбрал для себя карту номер 4, потому что похоже, что вы выбрали для себя по ней подходящий партнер. Четверка жезлов – одна из самых счастливых карт в колоде Таро. Она у вас в основе гадания, а значит в основе вашего знакомства. Идеальная пара, идеальные отношения, счастье, такое вот безупречное, без преодоления, любовь без преодоления, когда родственники рады, когда влюбленным, вот двоим, не приходится бороться с какими-то жизненными обстоятельствами. Карта эта называется «Золотое сечение», и, как правило, по ней в паре, в романтической паре, оказываются люди очень-очень друг другу подходящие, похожие, например, по социальным возрастным характеристикам, похожие по характеру, подходящий партнер. Вот как бы цинично, может быть, в данном контексте не звучало это слово «подходящий», но это так. И вот эта карта всегда предсказывает свадьбу. Свадьба как праздник, когда радуются все. Не только два человека, не только два человека, не только жених и невеста, но и родственники, друзья. Это вот такой вот праздничный шатер, букет невесты, рисовые зерна, что еще. Прежде чем задавать картам главный вопрос, любит, не любит, и разбираться с чувствами вашего избранника мужчины, я напоминаю, мое гадание только для женщин. Достаточно специфическая схема гадания, достаточно специфические мои вопросы. Поэтому препятствие судьба ставит для вас или нет сейчас? На что стоит обратить внимание? Что главное, что может вас разлучать и портить историю между вами? Ага, чьи-то тайные планы, заговоры, какая-то тайная информация. Правда, плохая карта, вот эта семерочка, хотя и не слишком крупная. То есть дурные намерения злопыхателей, завистников, скорее всего, не оправдаются, не сбудутся, но они есть. Иногда, и это хуже, карта говорит про скрытую информацию между вами. Один другому что-то не договорил, потому что, не знаю, постеснялся или хотел выглядеть лучше, чем есть. Неважно. Есть тайны, с которыми нужно разбираться. Я хочу сказать о том, что в любви, в романтике, конечно, тайная информация бывает уместной, потому что без интриги и любви-то по большому счету нету. Но вот эта семерка говорит про секреты, с которыми лучше разобраться. Она просто в такой позиции вам достается. И теперь главный вопрос. Любит, не любит? Вопрос, который я вынесла в заглавие, в название моего видео. Действительно всегда важны чувства вашего мужчины, чувства вашего молодого человека, мужа, жениха, неважно, к вам. Угу. Вот так вот, да?
Чувство есть. Старший аркан, карта Луна, естественно, она про любовь, самую такую вот романтическую вводную. Если смотрели вступление к этому видео, немножко я про это там говорила. Может быть, он у вас водный человек по положению Солнца в годовом цикле, например, в воде, в раке или в рыбах, простите, в раке или в скорпионе. Может быть, внутри натальной карты вашего мужчины кроется где-то вот эта активная вода. Венера в рыбах, например, у него. Неважно. Любовь есть, чувства какие-то глубокие, непонятные для него самого и скрытые, неосознаваемые вот им самим. Потому что Луна – это все-таки интуиция, это 12-й дом, это то, что располагается в глубинах подсознания нашего, и то, про что мы сами рассказать не можем. Очень может быть, что вот этот человек, мужчина рядом с вами, ну как бы четко и затруднится даже ответить на вопрос, затруднится описать свои чувства к вам, потому что он, правда, искренне их не понимает. Но они есть, и они могут быть скрытыми. Дурные эмоции, хотя и не проявленные, тоже, к сожалению, идут по этой карте. Ревность, подозрительность, неуверенность в будущем союза, это все есть. Поэтому, забегая вперед, скажу, что если чувствуете такие проявления, вот такие вот лунные, водные, то развеивайте сомнения. Видите, тайны. Вот практически две карты из 3 карт у нас 2 для вас. Карты про тайны, про скрытые информации. Я могу примерно сделать вывод о том, что кто-то из вас что-то конкретное скрывает от другого. Может быть, чувства свои. Дополнительную карту я здесь достану, потому что это будет немножко у нас вот так вот неизбежно. Ага, мужчина рядом с вами страдает. Страдает и настолько сильно переживает от неизвестности, что готов либо разрушать сам вашу историю романтическую, либо смириться с разрушениями, что, в общем-то, одно и то же. Старшие арканы, обе карты, поэтому какую-то драматическую историю все-таки они нам описывают. И не обольщайтесь первой картой в гадании. Да, действительно, вы встретились 2 подходящих людей. Но дальше что-то пошло все-таки не так. Любовь должна быть сильным чувством. И мужчина должен волноваться о том, что она может прекратиться. Но все-таки не до такой степени. Здесь, видите, карты говорят о том, что душа его пожаром охвачена. Ему и страшно, и стыдно. И ноги он хочет унести, несмотря на всю глубину своей привязанности к вам. Хотя источником этих трудностей, безусловно, может быть и он сам, потому что что-то скрывал. В итоге тайны, как снежный ком, выросли до неприемлемых размеров. И теперь проще, знаете, все бросить, чем пытаться спасать. Вот какая-то такая история. Довольно запутанно, чувство есть, конечно. Следующая позиция оракула – это совет для вас. Что вам делать в этой истории? Дальше все зависит от ваших планов. Если хотите с этим мужчиной остаться, соответственно, делайте то, что карта скажет. Если вы также готовы отказаться от союза, то, соответственно, делайте все наоборот. Итак, совет для вас. Такой конструктивный совет для вас. Ага, и снова семерочка, и снова карта про тайны. Ничего себе, гармоничный, хотя и не веселый прогноз для вас, вот с этой цифрой 4, потому что вот как от вас скрывают, так и вам карты предлагают скрывать. Закройте на что-то глаза. Вот эта карта про розовые очки. Видите, говорящая картинка какая-то здесь. Не обращайте внимания на то, на что не обращали внимания до сих пор. Разбираться с тайными информациями сейчас, по крайней мере, не время. Будьте легче, будьте наивнее. И это как раз тот случай, когда ваши иллюзии и ваша какая-то эмоциональная незрелость будут уместными. Игнорируйте трудности в вашем текущем романтическом союзе. Не думала, что я так скажу, но это так, потому что
либо сделать ничего нельзя, просто это не в ваших силах, не в вашей компетенции, либо период вы переживаете сейчас такой, когда в механизмы любви вашей лучше не вмешиваться. Лучше вот так, ну видите, проспать, пока этот корабль мимо проплывет, корабль тревоги вашей. И возможное развитие событий в вашем союзе, развитие отношений возможны или допустимы. Тем не менее, прекрасно. Вот вам, правда, нужно проигнорировать проблему, потому что дальше посмотрите, что и брак, и общий дом, и достаток. И если, кстати, мы сейчас говорим про брак, который уже есть, если вы, например, вместе уже 20 лет, то переживутся критические времена, и все восстановится, все снова будет хорошо и замечательно. А если же вы спрашиваете про чувства мужчины, потому что ждете от него предложение, то карты снова вас успокаивают. Будет предложение. Потому что вот десятка пентаклей – это одна из карт в колоде Таро, которая выдает серьезные намерения. И даже если сейчас позиция вашего мужчины такая вот неустойчивая, запутанная, впереди перспективы отличные. Спасибо. Если вы выбрали для себя карту номер 5, то я вашу романтическую историю изначально назову достаточно запутанной, потому что здесь много, конечно, духовности, здесь много платоничности отношений, много ментальной общности между партнерами и уважительные отношения. В основе вашего знакомства вот какие-то совпадение, да, действительно, духовных интересов, совпадение духовных сущностей. Пожалуй, когда знакомство у нас происходит по старшим арканам, оно такое, про которое говорят по судьбе. Знакомство ваше, безусловно, по судьбе, но, скорее всего, ваш партнер – это человек, у которого вам нужно чему-то учиться. И, соответственно, вы тоже для него выступаете в роли учителя, наставника, в каких-то других вопросах. То есть вот по таким картам серьезным, таким вот картам ответственным, нам достаются люди, с которыми нелегко. И нам может казаться, что у нашего избранника, у нашего близкого человека, любимого, трудный характер, например, что мы никак не можем найти какие-то вот обычные бытовые компромиссы. Но в этом назначение в данном случае вашей любви. То есть это такая вот нелегкая романтическая связь для того, чтобы комфортно провести время друг с другом, а это посыл Вселенной, обучающий, развивающий и направленный на отработку кармы. Вот так вот все непросто. Это карта-сигнификатор, гадание нашего оракула сегодня. Знакомство непростое. Считается, что по карте жрица романтические истории могут очень медленно развиваться, потому что каждому же надо подумать, каждому же надо оценить всю эту историю. И в этой карте очень-очень мало огня, вот такого простого физического импульса, который мужчину и женщину, в принципе, должен объединять. Прежде чем задавать картам главный вопрос, любят, не любят, и разбираться с чувствами вашего мужа, жениха, я напоминаю, мое гадание сегодня только для женщин, я спрошу, есть ли трудности какие-то серьезные, может быть, непреодолимые между вами сейчас. Какое главное препятствие с точки зрения карты высших сил между вами и вашим любимым человеком? И есть ли оно, в конце концов? Снова старший аркан. Вот мы добрались до самой серьезной истории на сегодня. Препятствие. Глубокий философский смысл несет эта карта именно в этой позиции. Вот насколько жрица отражает платоническую, духовную связь партнеров, настолько карта сила отвечает за физические потребности и реализацию от физического притяжения между мужчиной и женщиной. Обе они рядом, поэтому налицо баланс или дисбаланс вот этих двух сфер. Сердечной привязанности и такой вот физической влюбленности
кроме того, карта сила– это карта соглашательства старших арканов в колоде Таро. И она говорит нам о том, что кто-то совершенно не готов ссориться, кто-то с кем-то, может быть, чрезмерно, может быть, неуместно, постоянно соглашается и при этом проявляет силу. Знаете, есть люди, очень чувствительные к вот таким вот манипуляциям, потому что, по сути, вот эта карта, она про манипуляции, когда мы неочевидно, но провоцируем партнера делать так, как мы хотим. И если вам попался просто умный, чувствительный человек, то его может это внутри где-то ужасно раздражать. Точно можно сказать, что между вами не люди, не третьи лица. Это уже хорошо, наверное. Точно можно сказать, что между вами нет конфликтности, нет обстоятельств, которые делают какое-то вот напряжение, нет пока разочарованности взаимной. Это проблема только между вами двоими. И у вас разбалансирована вот эта именно система власти, подчинения и система, что выбрать, чувство или разум. Так запутанно сказала, но уж карты такие, извините. А теперь основное, любит, не любит. Угу. Вот это ничего себе, снова старший аркан. Я теряюсь, колесо фортуны. Ну что уж тут говорить, не просто любит, а это судьба. Может, и не хотел бы любить, а судьба, звезды сложились так, что вы в настоящий момент не только главная женщина в судьбе вот этого мужчины или этого молодого человека, вы есть средоточие его сердечных устремлений и его помыслов вообще. То есть вы у него и в голове, и в сердце. Карта это очень стремительная. В ней, вот колесо фортуны, когда мы гадаем на чувства, выдает очень много волнений. Поэтому мужчина не просто очень сильно, отчаянно влюблен и понимает, что вы его судьба, он еще и сильно волнуется, потому что ему кажется, что он совершенно не владеет ситуацией, совершенно не может влиять на развитие событий между вами. В принципе, все волнующе, интересно, отлично для вас, если у вас свежая любовь, если вы вместе недавно. А вот если вы уже в браке, например, и в 20-летнем, то пора бы уже на самом деле с этим разобраться, потому что сильная влюбленность это прекрасно, но со временем предполагается, что она должна какие-то более практичные, спокойные формы приобретать, потому что в противном случае, это же можно эмоционально расходоваться очень сильно. И в данном случае это расходование достается вашему мужчине. Я достану дополнительную карту, может быть, у нас будут какие-то вот подсказки направленные. Куда уж лучше. И снова одна из самых счастливых карт в колоде Таро, восьмерка жезлов. Она называется скорость. Она всегда о продвижении к цели. Она всегда про счастливое стечение обстоятельств. Она всегда выдает влюбленность максимально сильную. И влюбленность с возможностью для создания семьи и долгих отношений. Вот поэтому особенно обратите внимание, если вы пока еще вместе, не на совсем, если вы не успели пожениться, свадьбу сыграть, но ждете, свадьба точно будет, потому что по таким картам иного финала, иного разрешения для вашей романтической истории просто не может быть, не предполагать. По крайней мере, мужчина в своей голове других вариантов не допускает. То есть он не просто влюблен, чувства его, мало того, что очень скоро и совсем не статично, он не готов ждать. И он, как в песне поется, на тебе сошелся клином белый свет. В данном случае этот белый свет сошелся клином для этого человека, конкретно для вас. На вас, вернее.
удивительное предсказание, мощное какое-то вот. Но и тем не менее, у нас же оракул, поэтому здесь неизбежно будет совет для вас, как вам себя вести, чтобы такую идиллическую, хотя и неоднозначную картинку любви не подпортить. Что вам-то делать, а может быть и не делать совсем. Угу. Максимально активно себя вести вам карты советуют и не избегать, как это ни странно, некоторой конфликтности. То есть вы вначале, видимо, мужчину заинтересовали большим интеллектуальным потенциалом. То есть он влюбился в умную женщину. А умная женщина, знаете ли, бывает резкой на язык, а бывает резкой в поступках. Вот какую-то резкость вам надо сейчас проявлять, ни в коем случае не доводя дело до конфликтов, но, тем не менее, вот этот вот огонь и смятение можно поддерживать вот так вот, острыми речами или какими-то непредсказуемыми реакциями эмоциональными. Своеобразный совет, но, как психологи говорят, это бывает очень часто уместно для того, чтобы оживлять и без того живенькие романтические истории. Ну и возможное развитие ваших отношений. Увидим сейчас, посмотрим, какое оно будет. В самом ближайшем будущем кто-то из вас замрет с выбором. Вот в буквальном смысле ненадолго. Карта эта здесь для вас появилась только для того, чтобы дать вам совет. Не паниковать, когда вот в самое ближайшее время вы увидите, что ваш избранник как будто бы немножко притормаживает, немножко сдает назад. И ваши отношения достигают какой-то фазы стагнации и не развивается настолько быстро, насколько это было в первое время. Вот этот период будет необходимый, его нужно будет пережить. Это как тайм-аут для переосмысления, для того, чтобы собраться с силами. И я хочу немножко оправдать вашего мужчину и вот эту его возможную позицию в скором будущем. Нельзя так расходоваться. Он очень сильно переживает, очень сильно отдается энергетически в этой истории. Поэтому неизбежно ему нужен эмоциональный отпуск. Такой вот период для подзарядки. Спасибо.